Привет, вы на канале ProCuber, и здесь я рассказываю про головоломки, спидкубинг, а также обучаю собирать различные головоломки и кубики Рубика, в том числе на скорость. А в этот раз я бы хотел поговорить по поводу робота-скрамблера от бренда GAN, который может собрать кубик Рубика сам, на минуточку, за 15 секунд, а это вам не шутки, но перед этим небольшая предыстория. Наверное, предыдущие 1,5 года все комьюнити было помешано на умных кубиках. Их выпустили аж целых 3 крупных бренда и один ноунейм. Самое первое упоминание было о кубике фирмы GoCube, который собрал на Кикстартере сотни тысяч долларов, но был выпущен несколько позже. После этого умный кубик от Xiaomi появился, и самый последний вроде как умный кубик от GAN, в совокупности с которым и был выпущен робот-скрамблер. А до всеобщего помешательства на умных кубиках предыдущие лет 10 было помешательство на роботах. Были разные самодельные роботы, которые собирают за минуту, за полсекунды, роботы из Лего и каких только не было. Но их всех от робота GAN отличает одно. Это то, что они были самоделками, то есть в одном экземпляре, и их невозможно было купить. Тогда рынок был не готов к таким технологиям, и этим занимались только гики, энтузиасты, самодельщики. Сейчас все изменилось, и каждый может себе позволить купить такого робота. Кстати, он стоит всего лишь около 5000 рублей на русские деньги. Умный кубик GAN, кстати, стоит примерно столько же. Кстати, купить умный кубик можно у ребят из speedcubes.ru. Все горячие новинки появляются у них быстрее всего, так как они напрямую работают с заводами и посещают фабрики. Также у них самые низкие цены на ВЦА головоломки в стране. У ребят в Питере расположены 2 шоурума, в которых грамотные спецы с 7-летним стажем помогут подобрать кубики под ваши требования и бюджет. На Яндекс.Маркете у них отличные отзывы, практически 5 звезд из 5. А в каждый заказ они кладут подарок, который можно самостоятельно выбрать на сайте при оформлении заказа. А для моих зрителей действует специальный промокод на хорошую скидочку 10%. Да, я знаю, что вы любите новости про новые кубы GAN, про которые нигде вообще нет информации, кроме моего новостного инстаграма, в котором я публикую новости и различные утечки про новые кубы, такие как GAN 356XS, а также GAN 357U, иначе бы они не собирали так много лайков и комментариев. Кубик GAN 356XS — это новинка от GAN с супер оригинальным и неповторимым названием, которое вы вообще нигде не могли слышать, потому что это фирменная разработка GAN, уникальный нейминг кубов. В общем, в нем тоже какая-то неповторимая система, как я понял, переключения магнитов. Такой системы тоже не было ни у каких кубов до этого, потому что это фирменная разработка GAN. Этот кубик выйдет 100%, потому что прототипы есть уже у Макса Парка и Лео Брамео, адептов бренда GAN. А вот кубик GAN 357U я видел, можно сказать, своими глазами, но сейчас про него все упоминания пропали, и я теперь не знаю, когда он выйдет и что именно в нем будет. Поживем увидим, подписывайтесь на мой новостной инстаграм, чтобы быть в курсе всех новинок, а также телеграм-канал и чат, в которых происходит обсуждение всех этих новинок. Как обычно, робот сначала стал доступен в Китае, а только потом для всего мира. Сейчас робот GAN — это больше баловство и игрушка на раз, но в будущем он может стать незаменимой вещью для всех соревнований в мире. Но сейчас это пока невозможно по ряду причин, про которые я чуть позже расскажу. Зачем вообще, по моему мнению, нужны такие роботы? В первую очередь это автоматизация. Весь ручной труд, который можно заменить на машинный, нужно заменять. Для этого тоже есть свои предпосылки. Вероятность ошибки с роботом минимальна. Много раз мы видели, что Макс Парк ставил якобы мировой рекорд, потом не мог рассказать, как он собрал куб, не мог вспомнить реконструкцию, и ему засчитывали DNF по причине мисс скрамбл, неправильный скрамбл, и давали дополнительную попытку, экстра попытку. И это все потому, что скрамблер ошибся и не заметил. С роботом это практически невозможно. GAN подготовили ряд ответов на популярные вопросы по поводу робота, а я с удовольствием перевел их. Для чего используется GAN робот? И GAN отвечают: для решения и точного скрамблинга кубов.
Про скрамблинг все, что я говорил, что минимизируется вероятность ошибки, все так и есть. А вот для новичков такая функция позволит решать кубик без разборки на детали. Это, конечно, смешно звучит, но вот как-то так. А для соревнований робот поможет точно скрамблить кубы, автоматизировать и ускорить этот процесс. На видео вы могли видеть, что всего 5 щипцов, которыми робот хватает центры и крутит, собственно говоря, грани. Из этого следует вопрос, может ли ган-робот поворачивать верхнюю грань, а также делать специальные движения M и S. И сразу ответ. Нет, он не может повернуть грань U, и уж тем более M и S. Приложение генерирует специальные алгоритмы и решения, избегая этих ходов. И при этом робот может решать кубы максимум за 25 ходов. Это тоже по сути алгоритм бога, но не самый короткий из-за того, что отсутствует движение U вверх. При этом, если кубик собирается за 25 ходов и примерно 15 секунд, это значит, что в секунду делается примерно 1,5-2 движения, что довольно неплохо для такого робота. Многие слышали, что он поддерживает только GAN 356i, то есть только умный кубик Рубика от GAN, так ли это? В настоящее время это так. С помощью GAN 356i, взаимодействующего с роботом, они в принципе могут функционировать, но позже он станет универсальным и для всех простых кубов GAN. Достаточно будет просто переставить крышечки, чтобы робот своими куриными лапками смог крутить кубик. И сразу же огромный скепсис от меня по поводу этого. Раньше в роботах были камеры, они сканировали положение кубика, передавали его в приложение. Приложение рассчитывало алгоритм для сборки и передавало команды роботу, которые необходимо было сделать для сборки. И, собственно говоря, робот собирал кубик. Но сейчас в роботе нет камер. Ну или я не увидел их, хотя очень внимательно искал. Робот получает команды из приложения, а приложение в свою очередь получает положение кубика, так как он умный, сам считывает свое состояние и таким образом может собрать куб. Но если будет простой кубик, каким образом будет считываться состояние кубика? Камер же нет. Никаким получается, выходит робот-скрамблер не может собрать неумный куб. Получается, он сможет только скрамблить простые кубы. Пытливые умы не такие вопросы начали задавать, и один из них поддерживает ли приложение GAN Cube Station онлайн-бои роботов. В избежание мошенничества поддержки боев роботов нет и не будет. Да и это просто глупо. Многие даже не самые сильные спидкуберы собирают быстрее, чем робот. В этом мало смысла. Да и сразу будет видно по решению, что решается кубик не человеком, а роботом. Будет ли в приложении обучающая функция в будущем? Да, в будущем планируется сделать пошаговое обучение через приложение GAN Cube Station. Реализация, наверное, будет как в Гикере примерно. Будет ли это метод Фридрих или метод для новичков, пока неизвестно. Я думаю, что будет только метод для новичков. Будут ли другие цвета, кроме черного? Если робот хорошо зайдет, то другие яркие цвета сделать не проблема. То есть в будущем мы можем увидеть и красный, желтый, белый, зеленый, синий и оранжевый цвета, ну или хотя бы какие-то из этих. Комплектация, в которой поставляется робот, состоит из самого робота, как ни странно, подставки для телефона, чтобы было удобнее пользоваться, и чехла для робота. Робот складывается плашмя, примерно как гирокоптер, принимает плоскую форму и как раз помещается в этот чехол. По отдельности ничего из этого купить нельзя, по крайней мере на данный момент. Скорее всего ничего и не изменится, и так и останется. Кстати, изначально робот стоил 10 тысяч рублей. Просто один робот без умного куба. А сейчас такая цена на комплект: робот и умный куб. А просто робот стоит около 5000 рублей. Не знаю, почему так было, GAN загнули цену сильно, но потом, может быть, поняли, что это очень дорого, и люди просто не будут покупать и, наверное, решили снизить. На мой взгляд, с коммерческой точки зрения, что умный кубик, что робот от GAN — это провал. Потому что очень дорого и, соответственно, мало продаж. Я не знаю, на что надеется GAN, но у них все печально.
Гикер, который по объективным причинам, наверное, даже хуже, чем Ган, покупает в десятки или даже сотни раз больше, чем Ган. И это еще не считая, что там вышло 4-5 версий. Оранжевые наушники, синие, потом вроде 2 версии с черными, и еще 2 на 2 умный вышел. Если версии сложить, то Гикер будет популярнее, наверное, в 1000 раз. Это цифры взяты не с потолка, это официальные продажи только в Китае. По поводу GoKuba у него тоже все очень хорошо. Он на американском богатом рынке чувствует себя просто превосходно. У них была программа краудфандинга, перевыполнена многократно. Сотни тысяч долларов были собраны, а это значит, что несколько тысяч владельцев уже получили свои кубики, и это тоже намного больше, чем у Гана. Хотя он стоит в младшей версии примерно как Ган, где-то до 100 долларов. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, напишите комментарий по теме видео, жмите колокол, чтобы не пропускать новые видео, а также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.